Уважаемые подписчики, вы наверняка уже слышали о презентации нового хостинга в России под названием «Платформа». Это практически точная копия YouTube, поэтому сейчас вновь заговорили о закрытии YouTube на просторах Федерации. Уже несколько недель, как заметны разные проблемы хостинга. Ранее прикрывать этот хостинг не хотели из-за того, что Zen YouTube не отвечает современным тенденциям. И здесь я, пожалуй, соглашусь. А вот новый хостинг-платформа мне понравился, и я там зарегистрировал наш канал, который также называется GBC Ремонт. Поэтому подписывайтесь на наши каналы в Zen YouTube и, конечно же, в первую очередь на платформе. Традиционно все ссылки на эти хостинги будут в описании под видео. Доброго всем! Сегодня у нас в ремонте ГБЦ двигателя Actec SQR 477F, 1,5 литра, 109 лошадей от автомобиля Forza, который ездит на газу. Хоть и ставится этот двигатель на кучу всяких других авто, это помимо Forza еще и Vida, Шанс, Point, Cherry A13, Bonus, Amulet, Elara, но по аббревиатуре SQR, да и по названиям авто вы наверняка поняли, что это китайский модельный ряд, а значит достаточно проблемный. Конечно же, не совсем так, если головка приехала для профилактического ремонта, то проблем здесь не возникает. А вот если с причудами и требуются запчасти, то это уже проблема. Смотрим на историю этой ГБЦ. На машинке, в данном случае, как я уже говорил, в Форзе, после того, как подошел срок замены ремня, наш клиент поставил новый ремень и ролик фирмы Dayton. Но, к сожалению, через некоторое время на ремне срезало шлицы. Ну, слава богу, без последствий. Пока я рассказываю и разбираю ГБЦ, чтобы не тратить время. Однако почему-то владелец вновь поставил ремень этой же фирмы. Но в этот раз все просто так не закончилось, а закончилось обрывом привода ГРМ и, соответственно, с загибом практически всех клапанов. Головка попала к одному из мастеров, который поменял все клапаны без исключения. Прошла неделя, и мизер по пробегу что-то около 1000 километров. Наш клиент занимается перевозкой. И что-то пошло не так. Посмотрим же, что пошло не так. Я не знаю, обратили ли вы внимание в начале ролика на белые набои в некоторых местах у впускных клапанов. Вот они. Если вы не догадались, от чего они, то вы сейчас все поймете. К слову, четко видно, что стоят здесь не родные клапаны. И стоят клапаны стоимостью 100 рублей за ведро. Ну, есть такие, я уже не раз показывал эти клапаны. А рассухарив головку, я посмотрю на зазор в тех местах, где были видны эти белые набои. Честно говоря, я такого уже очень давно не видел, тем более, что все произошло за неделю и 1000 километров после ремонта. Такое ощущение, что в этой головке и втулок-то совсем нет. Теперь вы понимаете, что болтаясь тарелка клапана и набила на алюминий эти белые набои. Там, где их нет, втулки раздолбаны, но не до такой степени. На выпуске направляющие втулки клапанов, естественно, также не в допуске, хоть и не шокируют своим зазором, как на впуске. После согласования объема работы с суммой я приступаю к реализации ремонта. Извлекаю направляющие втулки, они будут мешать. Извлекаются они обычными плоскогубцами, так как втулки разрезные и усилий прикладывать здесь не требуется, достаточно просто их сдавить и вытянуть. В головке их стоит 2. Также извлекаю клапаны, точнее мусор, который здесь стоял. Это все отправится в металлолом. Клиенту уже была поставлена задача найти нормальные клапаны и втулки, не по 75 рублей за штуку. Обратите внимание еще раз на седло. Здесь седло без ореола чистого металла, а рядом набитое, с ярко выраженным ореолом чистого сверкающего металла. Выпускные седла достаточно сильно расползшиеся, однако по замеру торца клапана хватит, чтобы его подправить для нормативного вылета клапана в зону срабатывания компенсатора, ну и конечно же в то же время, чтобы не снять с торца защитного слоя цементации. Конечно же хватает здесь в притирку, но хватает. Дело в том, что если мы еще заменим здесь и седла клапанов, то головка окажется золотой в ремонте. Тем более, что можно обойтись без их замены. А вот другой головки, нормальной, найти, как оказалось, было сложно. Во всяком случае, нам так сказал клиент. Сальники мягкие, видно, что менялись. Ну, сами понимаете, снять их и переставить на новые втулки уже нельзя. Здесь будут стоять уже вновь таки новые. Не забываю удалить подпружинные тарелочки. Ну что же, 3 этих убитых в седла все же придется заменить.
Беру старые клапаны и обтачиваю их для подварки к седлу, чтобы набитые седла и добитые стволы. Сварной подваривает. А мне лишь остается перевернуть головку, и клапаны с подваренными седлами сами выпадают из посадочных мест. А вот теперь посмотрите на посадочные места в районе того самого набора. Четверть посадочного места, а то и более, очень и очень узкая. Ставить сюда новое седло я бы не рискнул. Оно может выпасть во время работы. А вывод? Ну какой вывод? Нужно наварить стенку в этих местах, чтобы посадочное место восстановить в полном объеме. Головка после чистки и мойки вновь отправляется к сварщику, ну и сварщик наваривает в этих местах алюминиевые валики. После того, как головка остыла, она традиционно отправляется на координатно-расточной станок к нашему расточнику Виталию, который крепит эту головку на станине станка и приступает к расточке заваренных мест под посадку седел. Традиционно делает он это за несколько подходов, как правило это 3, то есть 2 черновых и 1 чистовой. Это уже результат расточки. К сожалению, все 3 места одинаковыми не вышли. Одно посадочное место пришлось расточить чуть больше. Больше на 2,5 десятки. Там было ковярно. Затем, передав токарю размеры новых седел, он изготавливает нам их из заготовок. Верхние, которые он сделал больше, помечает для удобства. Теперь посмотрю на новые клапаны, которые нашел нам клиент. За один выпускной клапан он отдал 1450 рублей. А за впуск 1000 рублей. То есть только за клапаны он отдал порядка 20 тысяч рублей. Но зато они действительно хороши. Клапаны этой фирмы уже не в первый раз нам привозят, и вроде как они достойны. Ножки гладкие, полированные, явно с покрытием. Впуск размером 5,96. А выпуск 5,94, как в принципе и должно быть. Клапан на выпуске сварной, то есть ножка из износостойкого материала, а головка из жаропрочного. Замечательно. Направляющая втулка визуально очень хорошо выполнена. Диаметр 11 в плюсе 5. Та, которая стоит в головке, должна быть 11 в плюсе 3. Ну, позднее я это посмотрю и проверю. Ну что же, нагреваю головку и приступаю к замене втулок. Перед удалением направляющих обязательно измеряю вылет втулки из головки. Выбиваю оправкой старые втулки, они действительно оказались 11 в плюсе 3. Беру в руки подобранные ранее оправки для запрессовки новых втулок и дистанционную шайбу определенного размера, чтобы направляющие встали автоматически на свою высоту. Установив первую втулку, перед продолжением работ я, конечно же, контролирую размер вылета. Если все в порядке, а здесь все в порядке, то продолжаю работать. Да, придется постараться, нужно одолеть все 16 штук. Следующим этапом у меня идет обязательная калибровка отверстий под клапаном. Разверток, как всегда, хватает, беру отвечающую моим требованиям и калибрую втулки в свой размер. Возьму в руки новый впускной клапан и тактильно посмотрю, что у меня получается. Здесь впускной клапан нормально садится со своим зазором. А здесь он подвисает, зазор мал. Посмотрю, как будет себя вести выпуск в этом откалиброванном месте. Да, этой разверткой прохожу все втулки и на впуске, и на выпуске. Ну а это стружка от работы развертки. Далее готовлю оправки для монтажа седел. Вновь немного подогреваю посадочные места и устанавливаю в них седла. Не забываю, что одно седло у меня с другим натягиваю.
Обязательно гляну, чтобы все седла четко заняли свое положение в посадочных местах без зазора. А дальше мне предстоит удалить лишнюю сварку и обработать поверхность, где была сварка. Стандартно шарошки и дрель мне в руки и вперед. Когда порядок наведен, приступаю к нарезке на новых седлах рабочей и вспомогательной фасы. Делаю это на станке профильным резцом. Выставляю ГБЦ по уровню, проверяю уровень пивота во втулке и нарезаю фас. Ну а на старых, конечно же, восстанавливаю разъехавшиеся седла. Закидываю клапаны по местам, посмотрю на разряжение в коллекторах. Как видите, по выпускной стороне все идеально. В таких случаях нет смысла в притирке. Впуск не совсем все хорошо, вы сами это видите. Поэтому впускные клапаны я притру. По итогу это фаска на клапане, ну а это фаска на седле. Посмотрю, что вышло. Отличный результат, меня все устраивает. Остается только отфрезеровать поверхность головки. Прошли 6 соток, а вот в этих местах очень четко видны продавленные темные следы. Поэтому продолжаем фрезеровку до как чисто. Берем по паре соток. И пока поверхность головки не выйдет как чисто, мы продолжаем фрезеровать. Вся поверхность вышла, продуваю головку от стружки и отправляю в моечную машину, где в моечном растворе при температуре 50 градусов и под струями воды через форсунки с хорошим таким давлением из головки вымываются всякие остатки притирочной пасты. Она ведь на водной основе, поэтому вообще без проблем вымываются остатки стружки и других загрязнений. После мойки обмываю головку и сушу ее воздухом. Остается самая малость — надеть сальники клапанов, ну конечно же перед этим накинуть подпружинные тарелочки, ведь они не пройдут сквозь сальники. В этой ситуации во всяком случае. Затем следует масло на фаску тарелки и на стебель клапана. Ну и в свою очередь клапан отправляется в свое родное место. Конечно же, я предварительно вывел все клапаны в зону срабатывания компенсатора. К сожалению, снять на видео этот момент я упустил. Теперь на место ставлю пружины с тарелочками, в них вкладываю сухарики и засухариваю клапанный механизм. Ну что ж, головка готова к передаче клиенту. А на этом у меня все. Оставляйте комментарии, поблагодарите донатом, ссылки на оказание помощи будут в описании под видео, и без аварийных вам поездок.